Друзья, всем привет! С вами канал Китайфак, и сегодня на распаковке у нас очень интересная новинка 3D лазерного уровня от китайского бренда Shijing. Пришел в такой упаковке в районе 17 дней. Так, ну давайте скроем, посмотрим поближе. Довольно неплохо запакован. Кейс внушает доверие, сделан очень круто, имеет везде ребра жесткости, имеет мощную ручку и мощные такие защелки. Здесь также есть металлические вставки для закрывания на замок. Также здесь есть какая-то крутилка с обозначением on-off. Ну, честно говоря, ее предназначение для меня загадка. Она просто выкручивается. Если кто знает, для чего это нужно, отпишитесь в комментариях. В общем, начало неплохое, классный кейс. Мне очень нравится, все четко сделано. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Внутри кейс также сделан очень классно, здесь мягкая прокладка, и что самое интересное, по всему периметру здесь идет резиновая вставка. То есть по факту этот чемодан еще защищен от влаги. То есть, друзья, очень крепкий и надежный чемодан. Внутри также имеется вставка из плотного, но на ощупь мягкого материала. Под уровень крепления, очки и прочие аксессуары полости четко вырезаны. Да, кстати, это зеленый уровень. На сегодня он стоит в районе 15 тысяч рублей. Да, это несколько подороже, чем его аналоги, но я думаю, друзья, он того стоит. Мы, конечно, сравним его с Клубионой зеленой, с зеленым Fireco в следующих видео. Здесь, конечно, цену делает его комплектация. И в частности, вот это настенное магнитное крепление. В комплект поставки входит такая кратенькая инструкция, довольно условная, и на обратной стороне есть технические характеристики. Рабочая температура от минус 10 до минус 45, температура хранения от минус 20 до минус 70, класс лазера 2, рабочая дистанция 10 метров, но это в зависимости от освещения. Чем темнее, тем дальше видно. Погрешность плюс-минус 0,2 мм на метр, то есть 2 мм на 10 метров. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 3 градуса во всех направлениях. Установка маятника происходит за 3 секунды. Защита от пыли и влаги IP54. Литий-ионный аккумулятор 3000 мАч. Максимальное время работы 8 часов и вес 0,7 кг самого прибора. Дальше в комплекте сам 3D уровень, металлическая пластина, лазерные очки зеленого цвета. Также, друзья, в комплекте есть наклонный переходник, тоже очень удобная штука. Адаптер для работы от сети с вилкой-переходником. Вот такое многофункциональное настенное магнитное крепление. Чуть попозже рассмотрим его подробнее. Также в комплекте есть такое поворотное основание, но без микровинтов. И такие 4 гвоздика со специальными резинками. Так, вот в принципе весь комплект. Подкладка достается. При желании здесь можно еще что-то вырезать и складывать на дно кейса. Ну и сам защитный кейс. Очки довольно неплохо сделаны. Стекла хорошие, прозрачные. Никаких царапин нету. Дужки также регулируются по длине. Дополнительный поворотный переходник, то есть с резьбой 5/8 дюйма. Ставите на штатив, допустим, сюда прибор и можете задавать ему наклон. Очень удобная штука. Вот такой адаптер для работы от сети. Вилка изначально идет вот такая, но есть в комплекте переходник. Поворотное основание, кстати, очень плавно крутится, с пузырьковым уровнем для предварительной установки. Ножки также выкручиваются. И внизу есть резьба 5/8 дюйма. Сверху резьба также 5/8 дюйма. Неплохое поворотное основание на самом деле, но единственное, что не хватает микровинтов. Вот такая металлическая пластина для установки настенного крепления, если некуда примагнититься. Закрепить ее можно как к потолку, так и к стене. Довольно мощная толстая металлическая пластина. По всей видимости, эти гвоздики и предназначаются для ее крепления, где-то, допустим, в деревянном доме. Так, друзья, вот само крепление настенное. Здесь много крутилок, но давайте разберем каждую по отдельности. Здесь также есть пузырьковый уровень, кстати, установка которого происходит посредством этой крутилки. Если, допустим, поверхность стоит у вас немножко под наклоном, то уровень можно выправить. Но сейчас чуть попозже я вам покажу, я примагничу ее на холодильник и посмотрим, как это работает. Сама база по этому профилю двигается вот этой крутилкой, то есть будет вот это смещение. Если для быстрой установки нажимаете эту кнопку и передвигаете вручную. Соответственно, эти две крутилки отвечают за вращение вокруг своей оси. Крутится немножко туговато, но довольно плавно. Сзади расположено 6 неодимовых мощных магнитов. И здесь есть такой механический блокиратор. То есть, допустим, можете на саморез посадить, либо на гвоздь и зажать этой крутилкой, чтобы он не свалился. Вот такое интересное крепление.
Ну и конечно же сам прибор. Вот таким образом он выглядит. Сделан очень качественно, из толстого пластика. Здесь лейбл компании. Это резиновые накладки. Гнездо для работы от сети. 4 клавиши управления. Здесь все плоскости можно включать по отдельности. Первая вертикаль, вторая вертикаль, горизонт и режим работы с приемником. Также здесь должна быть функция работы с заблокированным компенсатором. Чуть попозже посмотрим. И здесь тумблер блокировки компенсатора. В основании прибора две резьбы, 1/4 дюйма и 5/8. И да, друзья, еще одна особенность этого нивелира. Здесь необслуживаемый аккумулятор. То есть он уже стоит, установлен. Здесь батарейный отсек не открывается. Да, это, конечно, очень спорный вопрос на самом деле. Но, тем не менее, в следующих видео я его разберу и посмотрим, возможно ли его вообще заменить в принципе в будущем. А в целом прибор сделан очень круто. Так, ну давайте посмотрим в действии настенное крепление. Как он крепится и как будет держаться. Друзья, вот я установил крепление на холодильник. Вот, допустим, пузырек сбит у вас, есть небольшой наклон. И вот этой крутилкой просто устанавливаем пузырек в центр. И в принципе все. Ну и соответственно поворачивайте как вам надо. То есть вот пузырек встает у нас ровно в центр и проблема решена. Установка реально очень удобная. Установка прибора происходит также очень просто. Вставляете здесь в пазы снизу и все, прибор закреплен. Да, друзья, удалось добиться более плавного хода. Я снял резинку просто отсюда, переставил чуть-чуть крутилку и снова зажал. То есть она очень сильно упиралась в торец вот этого пластика. И поэтому туговато крутилась. Сейчас крутится намного легче и удобнее. Да, хочу сказать, что вот эти крутилки вокруг своей оси, они не бесконечные и имеют ограниченный ход. То есть максимальный поворот где-то градусов на 45. Если рассматривать параллельный лифт, максимальный сдвиг прибора это 11,5 см. В принципе, довольно много. И очень удобно, вы переставили вручную и потихонечку уже подкручиваете миллиметры. В общем, друзья, довольно интересное крепление. Так, ну сейчас предлагаю перейти к прибору. Давайте включим его и разберемся в его функционале. Включается прибор передним тумблером. Сразу загорается горизонт, который, кстати, можно отключить отдельной клавишей. Буква H отключает горизонт. V1 и V2 это, соответственно, одна вертикаль и вторая вертикаль. То есть здесь по факту можно все включить по отдельности. Отдельно включить, отдельно выключить. Пожалуй, это самый идеальный вариант с отдельными кнопками. Но в этом лазерном уровне Shijing есть своя особенность. Касается она именно режима работы под наклоном. Вот на приборной панели есть отдельная клавиша, которая включает режим работы с приемником. Вы на нее один раз нажимаете, загорается синий индикатор и уровень переходит в режим работы с приемником. Но если вы хотите включить режим работы под наклоном, то эту клавишу требуется удерживать буквально 2 секунды до звукового сигнала. И этот синий индикатор начнет мигать. Это говорит о том, что нивелир работает в режиме заблокированной линии. Компенсатор здесь в этот момент не заблокирован. Но тем не менее такая функция реализована. Чтобы выключить этот режим, нужно также удержать в районе 2 секунд эту же клавишу. Установка компенсатора происходит в районе 3 секунд, как и указано в инструкции. При блокировке никаких люфтов, посторонних шумов не возникает. Блокировка хорошая. В общем, остается единственный открытый вопрос. Это необслуживаемый аккумулятор. То есть, чтобы его заменить, по всей видимости, нужно разбирать прибор. Так, друзья, сейчас предлагаю замерить толщину лазерной линии на разных расстояниях и сравним эту линию с уже полюбившимся Fireco 3D Green. Давайте начнем проверку с 1 метра. Так, друзья, вот два наших экземпляра. Видно, что лазерный уровень Shijing чуть побольше, чем Fireco. И давайте посмотрим толщину линии на 1 метре. Так, друзья, видно, что линия Shijing мигает. Так воспринимает матрица фотоаппарата луч. Но я заметил, если нажать на клавишу режима работы с приемником, то мигание исчезает. Вот смотрите. И луч перестает мигать. Да, хочу, кстати, отметить, что луч у Shijing на самом деле очень яркий, пожалуй, даже ярче, чем у Fireco, и очень тонкий. Здесь также стоят неплохие LD модули китайского производства, но они очень хорошо справляются со своей задачей. То есть, если вы посмотрите по толщине, они примерно одинаковые, менее 2 мм. Давайте теперь посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах Shijing также не уступает Fireco. По толщине они одинаковые, не более 2 мм. И по яркости они практически также одинаковые. Давайте теперь посмотрим на 10 метрах. Так, друзья, и давайте проверим на 15 метрах, а не на 10, как я говорил ранее. Здесь у меня есть такой длинный коридор. Давайте посмотрим, вот он как раз 15 метров. Так, вот, друзья, на 15 метрах толщина у них одинаковая, в районе 4-5 мм. И по яркости, в принципе, они также одинаковые. Различается только немножко цвет. Вот там стоят наши нивелиры.
В общем, друзья, действительно интересный нивелир, очень качественно сделан, четкий чемодан, отличная комплектация, четкие яркие линии и идеальный алгоритм переключения плоскостей. Уровень действительно стоит своих денег. Единственный спорный момент — это, конечно же, необслуживаемый аккумулятор. Конечно, в следующем видео мы еще посмотрим при разборке этого нивелира, возможно ли его заменить вообще в принципе или нет. А так, в целом, лично мне нивелир очень понравился. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, впереди много новых видео. Разберем этот прибор, проверим его на точность и сделаем сравнительный обзор с Clubiona 3D Green и Fireco 3D Green. Сравним их функционал и сравним их линии по яркости и по толщине на различных расстояниях. Кому понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх. Всем добра, пока-пока.